Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такой вот комплект. Это собачка Корги, вот в таком вот комбинезоне. Ножки у него на нитяном креплении. Комбинезончик снимается. Сейчас я вам покажу. Это у нас мальчик. Вязать мы будем с вами девочку, подружку нашей собачки. Захотелось мне связать корги. Надеюсь, вышло у меня, получилось у меня связать эту породу. Снимем комбинезончик и посмотрим, как она выглядит. Снимается она сначала лапки. Так как лапки на нитяном креплении, можно их двигать. Вот, и затем снимается через голову, сначала через ушки снимается комбинезончик. Тут надо все почистить, потому что я только связала. Вот, комбинезончик у меня выглядит в нескольких цветах. Так как комбинезон вяжется в разных цветах, какие вы только захотите. Если это девочка, то девчачьи цвета. Если это мальчик, тоже можете менять. У меня были остаточки, я сделала вставочки вот такие. И очень хорошо смотрится. Вяжется комбинезончик очень легко и быстро. Пошло у меня на этот комбинезончик. Я вязала его из тонкого плюша. И у меня пошло... Ну, наверное, небольшой клубочек. У меня вот такой вот клубочек остался маленький. Я не знаю, сколько пошло у меня. Но чуть больше половины мотка пошло. Ярнар Дольче Бейби. Ярнар Дольче Бейби, да. Это тоненький плюш. Вязала я комбинезончик крючком номер 5. Дальше собачка наша выглядит вот так вот. С такими ушками, как я уже сказала, с подвижными ножками. В ошейнике. Я связала. И посмотрите сюда. Я связала ему попку в виде сердечка. Вот такая вот у меня милашка получилась. Захотелось мне ее как-то украсить. Я увидела, почему я связала именно сердечко. Рассматривала породы собак. И там была задняя часть сфотографирована настоящей собачки Корги. И мне показалось, что там было в виде сердечка, и мне так понравилось, и я захотела связать тоже попку в виде сердечка. Вот грудка, все пришивается. Вот. Глазки у меня 15 миллиметров. Использовала основного цвета рыжего такого. У меня ушло чуть больше одного мотка. Чуть больше одного моточка ушло. Белой пряжи немного пошло. Вышивала носик я плюшевой пряжей, тоненькой. Можно взять толстую, то есть какая у вас есть. Мне нравится на игрушечках носики вышивать. Не знаю я, кому как нравится. Значит, использовала я здесь толстый плюш на 100 грамм, 120 метров. Гималай Dolphin Baby я использовала. Точно, тоже можно использовать Дольче и другие плюшевые пряжи, которые на 100 идут на 100 грамм 120 метров. Вот такой вот песик, он может сидеть вот так вот, сидеть, он может лапку давать. Ну, в общем, деткам будет очень интересно играть, он может вот так вот сидеть, лежать, вернее, как любят собачки лежать вот так. Давайте ее вот так вот положим. И рассмотрим следующий. И связала вот такую вот сумочку для этого песика. Тоже, чтобы деткам было интересно играть. Не вышила, а связала и пришила вот такую вот лапку собачью в виде узора, рисунка. Вот. И ушло у меня на эту сумочку. Я тоже вязала крючком номер 4. Собачку и сумочку я вязала крючком номер 4, только комбинезон вязала крючком номер 5. Значит, на сумочку у меня пошло желтой пряжи, тоже остался вот такой вот маленький клубочек, то есть практически вся пошла полностью пряжа.
А серого, ну, пошло, у меня ушло половина. Половина, может быть, чуть больше. Сложно сказать. Вот такая вот сумочка. Если вам понравилась такая собачка и вы хотите со мной ее связать, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Итак, какие нам материалы понадобятся для вязания собачки корги? Значит, у меня это такой вот рыжий цвет Himalaya Dolphin Baby, цвет 80-330. Вот таким цветом я буду вязать. И белый это 80-301. Ой, прошу прощения. Значит, на этот раз у меня будет Himalaya Dolphin Baby. Вязать вы можете с любой пряжи, где размер 100, вернее, на 100 грамм 120 метров. То есть вот такую вот пряжу можно брать любую. Дальше нам понадобится нить для утяжки. У меня это хлопковая, не помню какая это пряжа, но это хлопковая. Дальше для вязания, для вышивания носика черный тоненький плюш. Тоже плюшевый, но тоненький у меня. Просто у меня остался. Я думаю, если нету тоненького, то можно взять либо черный джинс, либо плюшевую толстую пряжу. Дальше понадобится нам крючок номер 4. Вязать мы будем крючком номер 4 собачку. Глазки нам понадобится 15 миллиметров. У меня это такой вот темно-синяя подложка блестящая. Дальше ножницы. Понадобится для вышивания бровей и ресничек тоже джинс с иголочкой. Иголочку я беру острую, чтобы попасть, потому что плюшевая пряжа не всегда попадает туда, куда необходимо. Поэтому всегда беру тоненькую иголочку с большим ушком и джинсовую ниточку. Вышивать реснички и бровки. Также для вязания комбинезончика нам понадобится тоненький плюш. Я взяла. Это малиновый такой цвет. Не знаю, этикетку выбросила. И крючком мы будем вязать номер 5. То есть это комбинезон для нашей собачки-девочки. Также для вязания сумочки. Сумочку я буду вязать в двух цветах. Это такая вот серая пряжа, красивая, светло-серый цвет. И желтая. Это будет у меня два сочетания. Himalaya Dolphin Baby тоже. И номер, если необходим, 80-313. То есть у меня будет сочетание вот такое вот темно-серое и желтое. Итак, первое, что мы с вами свяжем, это заднюю лапку. Задняя лапка выглядит вот так, с двух цветов, сочетание белого и рыжего. И давайте свяжем с вами вторую точно такую же лапку. Я беру, начинаем с белой пряжи и набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали второй ряд, провязываем так: 8 прибавок в каждую петлю, 2 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. Ставлю маркер в первую петлю. И дальше, ввязывая хвостик, я провязываю 8 прибавок. Давайте так провяжем до конца ряда. Провязав 5 прибавочек, у меня здесь остается коротенький хвостик, и вы видите здесь внутри отверстие. Я этот хвостик беру и подтягиваю. Таким образом у нас отверстие сужается. Подтянув хвостик, провязываю дальше прибавки. Еще нужно провязать 6-я прибавочка, 7-я прибавка. Все время подтягиваю хвостик. И 8-я прибавка.
все. Снимаю маркер, третий ряд. Хвостик, если длинный, я ввязываю. 2 столбика без накида провязываем в третьем ряду. В первую петлю ставлю маркер. Дальше хвостик убираю. Итак, провязав 2 столбика без накида в третьем ряду, в следующую петлю провязываем так: 3 столбика с накидом с одной вершиной. В одну петлю я провязываю 1 столбик с накидом не до конца. В следующую петлю, в эту же петлю провязываю еще 1 столбик с накидом не до конца и еще. Вот 4 петельки на крючке провязываю вместе. Дальше в следующую петлю я провязываю столбик без накида. Дальше в следующую петлю опять 3 столбика с одной вершиной, 3 столбика с накидом с одной вершиной. Четыре петельки на крючке провязываю вместе. В следующую петлю на полотне смотрим, чтобы не пропустить, столбик без накида. И третий пальчик провязываем 3 столбика с накидом с одной вершиной. В одну петлю провязываю не до конца 3 столбика с накидом. 4 петельки на крючке провязываю вместе. И дальше до конца ряда я провязываю 9 столбиков без накида. Шесть, 7, 8, 9. Вот такой третий ряд. Четвертый ряд провязываем так. В четвертом ряду, так как мы с вами здесь провязывали между пальчиками, не было у нас воздушных петель, а мы провязывали вот только столбики по полотну, провязываем так. 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Дальше захватываем, вот между пальчиками есть петелька. Между пальчиками захватываем и провязываем столбик без накида. Дальше вот между пальчиками провязываем еще одну петельку. Вот это уже будет 4-я петелька. И вот в конце еще одна петелька. То есть между пальчиками у нас только петельки между пальчиками. И дальше до конца ряда 8 столбиков без накида. У нас в 4-м ряду должно получиться 13 столбиков без накида. Немножко покажу. Так как мы провязали 3 пальчика, то в эти петельки мы больше не провязываем, а провязываем между пальчиками. Вот 1, 2 и в конце. И поэтому у нас за минусом 3 петелек получается 13 столбиков без накида. 5-й ряд. Провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Дальше провязываем 2 убавки подряд. Первая убавочка. И вторая убавка. Дальше до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Дальше 6-й ряд провязываем уже другой ниточкой. То есть до 5-го ряда мы провязали белой ниточкой. Теперь ее обрезаем и присоединяем рыжую. Теперь снимаю я с крючка петельку и довязывать уже буду рыжей ниточкой. Дальше 6-й ряд провязываю так: 2 столбика без накида, хвостики завязываю на узелок, и вкладываю вовнутрь, чтобы они нам не мешали. Так, провязав 2 столбика без накида, в следующую петлю я провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше до конца ряда я провязываю 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. В 12 ряду у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Дальше 7-й ряд провязываем так: 2 столбика без накида, в первую петлю ставлю маркер, и прибавка. Дальше опять 2 столбика без накида и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 16 столбиков без накида. И дальше 8, 9 и 10 ряд без прибавок и убавок провязываем 3 ряда, 16 столбиков без накида. Итак, провязала я 10 рядов, уже набила ножку. Вот, и 11 ряд провязываем так: 2 столбика без накида, в первую петлю ставлю маркер, дальше провязываю убавку за передние полупетельки, провязываю убавку. Так нужно провязать до конца ряда еще 3 раза, всего 4 повторения в 11 ряду, и должно получиться 12 столбиков без накида. И дальше 12 ряд мы провязываем 6 убавочек. Все, давайте провяжем так до конца ряда. При этом не забывайте набивать плотно ножку, так как ножки у нас будут на нитяном креплении, они у нас будут подвижные. Поэтому нужно набивать ножку до конца очень плотненько, чтобы не видно было, как мы с вами натягиваем это нитяное крепление. Все, вот так вот я довязала 11 ряд, и 12 ряд провязываю в каждую петлю убавка. Провязав все убавки, вот, раз, два, три, 4, 5, и последняя 6-я убавка. Тут немножечко будет потрудиться. Вот. Все, я обрезаю ниточку немножко подлиннее, чтобы потом можно было стянуть иголочкой отверстие. Закрепляю ниточку, беру холофайбер и набиваю плотненько, очень плотненько ножку.
Все, давайте набьем ножку и встретимся. Итак, набила я ножку очень туго, очень плотно. Теперь просто стягиваем наше отверстие. За полупетельки я сначала стягиваю, затем вот, и видите, вот такой вот бугорок получается. Я в центр вставляю иголочку, а вывожу в любое место. Вот, и теперь смотрите, что получается. Я немножко стягиваю ниточкой, и прячется вот это вот центр выпуклости. Он прячется, и уже ничего нету, видите? Затем иголочкой я путаю ниточки. Все, обрезаю, и ножка наша готова. Итак, почистила я ножку. Вот такая ножка получается. И вот две наши ножки выходят. Теперь давайте свяжем с вами переднюю. Передняя ножка выглядит вот так. Вот такая она поуже. И давайте свяжем с вами вторую переднюю лапку. Ножку, лапку, уже не знаешь, как и говорить. Итак, до 5-го ряда, там, где мы с вами вывязываем пальчики, я уже связала, потому что она идет абсолютно одинаковая. До 5-го ряда, до смены нити. То есть, а уже с 6-го ряда мы начинаем провязывать с вами уже рыжей пряжей. То есть, точно такую же деталь мы вяжем с вами и на переднюю ножку. Дальше мы меняем ниточку. Я опять снимаю маркер. Снимаю маркер и уже беру рыжую пряжу и ввожу уже рыжей пряжей. И теперь следующий ряд с 6 по 12 мы вяжем без прибавок и убавок 11 столбиков без накида. То есть каждую петелечку провязываем столбик без накида. Провязав небольшое количество, я просто завязываю пряжу на узелочек и прячу вовнутрь. Все, теперь давайте с 6 по 12 ряд провяжем с вами столбики без накида. 11 столбиков без накида по кругу. Давайте провяжем. Итак, провязала я 12 рядов, набила уже тоже плотно ножку. Вот и 12 ряд, ой, 13 ряд будем провязывать так. Провязываем 5 убавочек подряд. Первая убавочка, вторая убавка, третья убавка, четвертая убавка, и пятая убавка. И в конце провязываем 1 столбик без накида. У нас в конце ряда получается 6 столбиков. Теперь мы обрезаем ниточку, закрепляем ее, оставляем для пришивания. И теперь еще раз нужно набить плотненько верхушку, потому что в верхней части мы будем с вами делать, опять же, нитяное крепление, и поэтому нам обязательно нужно, чтобы у нас верхняя часть была тоже набита очень плотно. До тех пор, пока у нас влазит холофайбер, мы должны набивать.
Думаю, этого достаточно. Теперь нам нужно одеть иголочку и просто стянуть и закрепить, как мы делали это в первой ножке. Задней, вернее. Я снимаю немного пушка. Дохожу до ниточки. Одеваю иголку. И точно так же за полупетли стягиваю отверстие. Теперь узелочек делаю. Ниточку какую-то коротенькую отрезала. Нужно подлиннее было отрезать. Ну ничего, думаю, хватит. И теперь в центр вставляю иголочку, а вывожу в любое место для того, чтобы и вот так вот стягиваем. Прячем наш бугорочек. Теперь прячем ниточки, путаем. Путаем ниточки, обрезаю хвостик. Все, и две лапки тоже у нас готовы. Теперь давайте свяжем ушко. Итак, ушко у нас выглядит двустороннее, оно у нас. Задняя часть под цвет самого корги, а передняя часть беленькая, вставочка. И теперь давайте свяжем с вами второе ушко. Вяжется две части одинаково. Белую я уже связала. И давайте точно такую же свяжем с вами вторую уже с рыжей пряжей. Итак, набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 2 столбика без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю второй ряд 2 прибавки. В первую петлю 2 столбика без накида и во вторую петлю 2 столбика без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, третий ряд, в первую петлю прибавка, затем по цепочке провязываем 2 столбика без накида и в конце провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Получается в третьем ряду 6 столбиков. Воздушная петля, разворачиваем вязание, четвертый ряд провязываем так: в первую петлю прибавка, дальше по цепочке 4 столбика без накида и в конце прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. У нас в четвертом ряду получается 8 петель. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 5 и 6 ряд. Без прибавок и убавок я провязываю 8 столбиков без накида. Без прибавок и убавок. Давайте с вами провяжем 5 и 6 ряд. Вот 5 я довязала, делаю воздушную петлю и последний ряд провязываю 8 столбиков без накида. Все, провязала я заднюю часть ушка, вытягиваю немножко петельку, снимаю и вставляю, накладываю наверх вот так вот белую часть. В белом мы обрезаем ниточку и фиксируем, а во второй продолжаем вязать. Я вставляю в белую, захватываю рыжей петлю и вытягиваю через белую. Делаю воздушную петлю и в этот же ряд провязываю столбик без накида. Теперь делаем обвязку, провязываем ушко 2 вместе. В каждый ряд провязываем столбик без накида.
довязав до центра, центральную ушко в первое и во второе я провязываю 3 столбика без накида, чтобы ушки наши были остренькие. 2 и сюда же 3. Вот 3 столбика без накида. Хвостики я прячу вовнутрь. И по второй стороне провязываю тоже столбики без накида. Довязав до следующего угла, я провязываю в угол 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше прячу хвостики вовнутрь. И по второй стороне провязываю столбики без накида. В каждую петлю столбик без накида. Вот в этот угол я провязываю еще 2 столбика без накида, так как один мы уже провязали. Подлиннее хвостик обрезаю подлиннее и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда и фиксирую. Все, ушки наши готовы. Теперь давайте свяжем голову. Итак, начинаем вязать голову. Начинаем из белой пряжи, мордочки будем вязать. Набираем 4 воздушные петли. 3, 4. Со второй петли от крючка провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В первую петлю вставляем маркер и вяжем по цепочке дальше. 1 столбик без накида. И в последнюю петлю провязываю 4 столбика без накида, последнюю петельку. 2, 3 и 4. Дальше на обратной стороне я провязываю 1 столбик без накида, хвостик подтягиваю и в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. В первом ряду у нас получается 10 столбиков, второй ряд. Хвостик уже не вязываем, провязываем в первую петлю прибавку и ставим маркер в первый столбик. Дальше еще одну прибавку. Дальше 1 столбик без накида. Дальше 4 прибавки. Первая прибавка. Вторая. Третья прибавка. Четвертая. Дальше 1 столбик без накида. И в конце 2 прибавки. Первая прибавка и вторая прибавка. Во втором ряду у нас получается 18 столбиков. Третий ряд. Снимаю маркер, провязываю 1 столбик без накида и возвращаю маркер на место. В следующую петлю провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида, в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше 1 столбик без накида. И дальше вяжем по схеме. Столбик без накида. Дальше прибавка. Дальше опять столбик без накида, прибавка. Дальше столбик без накида, прибавка. И последний раз столбик без накида, прибавка. Дальше провязываем 1 столбик без накида
И опять вяжем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Так 2 раза. Столбик без накида и в последнюю прибавка. Третий ряд мы с вами связали. У нас получается 26 столбиков. Четвертый, пятый и шестой ряд. 3 ряда мы провязываем без прибавок и убавок. 26 столбиков без накида. Давайте провяжем. Так, провязали мы 3 ряда. Вот такая вот получается уже деталь. Значит, 7 ряд. 7 ряд снимаю маркер и провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю я вставляю маркер. Первую я провязала. 2, 3, 4 и 5. Дальше мы провязываем 6 прибавок подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. И шестая. Вот мы провязали с вами 6 прибавок подряд. Дальше до конца ряда мы провязываем 15 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Давайте провяжем до конца 15 столбиков. Итак, провязали мы 7 рядов. Ниточку белую я уже обрезала, потому как мы будем менять на рыжую. Поэтому я снимаю маркер, снимаю с петельки последние и провязываю уже рыжей пряжей. Дальше провяжу несколько столбиков и завяжу ниточку, чтобы она не распустилась. Итак, провязали мы уже 2 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. Итак, значит, 8 ряд мы вяжем так: 5 столбиков без накида, то есть провяжем еще 3, 4 и 5. Ниточки положу вовнутрь, чтобы они не мешали нам. Теперь провязываем по схеме. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Так нужно нам провязать 6 раз. 1 столбик без накида. Дальше прибавка. Это уже второе повторение. Дальше 1 столбик без накида. Прибавка. Это будет уже третье повторение. 1 столбик без накида. Прибавка. Это четвертое повторение. 1 столбик без накида. Прибавка, пятое повторение. И 1 столбик без накида. И прибавка, шестое повторение. То есть мы должны вот здесь вот провязать 6 прибавочек. Дальше до конца ряда я провязываю 15 столбиков без накида. В 8 ряду у нас должно получиться 38 столбиков. Давайте провяжем. Итак, 8 ряд провязали. Теперь 9 ряд. Снимаю маркер и провязываем 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4 и 5. Теперь здесь вяжем по схеме. 2 столбика без накида плюс прибавка. И так повторяем 6 раз. 1 столбик без накида. 2 столбик без накида. И прибавка.
Это будет первое повторение. Так нужно повторить еще 5 раз, всего 6 повторений. Дальше провязываем 15 столбиков без накида. И в 9 ряду у нас получается 44 столбика. И дальше 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ряды, то есть 6 рядов мы провязываем без прибавок и убавок, 44 столбика без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 15 рядов. Вот такая вот уже у нас мордочка получается. Теперь на этом этапе мы будем с вами вставлять глазки. Глазки я вставляю между 8 и 9 рядами. Вот между начало 8 ряд, это начало, когда мы поменяли ниточку, и 9 следующий. Между 8 и 9 рядами. И между глазками у меня 13 столбиков. Вот так вам покажу поближе. И вот на этом этапе я буду вставлять глазки. Глазки я буду вставлять не по видео, потому что у меня толстая такая вот ножка, и я ее прибиваю молоточком. Поэтому я сейчас не буду на столе здесь этого делать. Вот, а сейчас я вставлю глазки и встретимся. Итак, вот я вставила глазки. Они, конечно, у меня тяжело вставляются. Я вставляю их с помощью молотка. Я купила такое приспособление на Алиэкспресс. Дальше, значит, следующий ряд. Значит, с 16 ряда мы с вами будем делать резкие убавки. Поэтому мы будем с вами делать убавки. Я не буду показывать, я вам сейчас продиктую схему. А вот постепенно наполняем холофайбером голову. А вот и начинаем с вами вязать уже убавки. Итак, 16 ряд провязываем 9 столбиков без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и убавка. Так нужно повторить еще 3 раза. В 16 ряду у нас должно быть 4 повторения, 4 убавки, и должно получиться 40 столбиков. В 17 ряду мы провязываем 8 столбиков плюс убавка, так повторяем 4 раза. В конце 36 столбиков. Давайте провяжем эти 2 ряда. Итак, я провязала уже 2 убавочных ряда, теперь 18 ряд. Я пока игрушку не набиваю. 18 ряд провязываем так: 4 столбика без накида. Первую петлю ставлю маркер. 3 и 4. И дальше убавка. Так нужно повторить до конца ряда. Всего 6 повторений. В 18 ряду 4 столбика без накида плюс убавка. И в конце должно получиться 30 столбиков. 19 ряд провязываем 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 24 столбика без накида. Дальше в 20 ряду 2 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков. В 21 ряд 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 12 столбиков. И в 22 ряду мы провязываем 6 убавок. При этом постепенно будем уже наполнять наполнителем, холофайбером нашу голову. И давайте, когда все провяжем, встретимся. Итак, довязала я голову, набила ее. Вот осталось у меня отверстие, я оставила ниточку для пришивания. И просто сейчас опять стягиваю отверстие за полупетли. Как обычно. Теперь делаю узелочек.
видите, здесь выпуклое место находится. Я опять в серединку вставляю и вывожу в любое место. И затем вот так вот стягиваю, и стягивается. Можно еще раз вернуться в это место, в серединку, и в другое место вытащить иголочку. Все. Вот мы закрыли, ничего, никаких выпуклостей нет. Путаем ниточки и обрезаем. Смотрим, чтобы у нас были глазики. тоненькой пряжей. Если у вас нет тонкого черного плюша, вы можете взять джинс, Ярнард джинс. В принципе, это не играет большой роли. Больше стежков надо будет сделать.
в принципе, это и все. Значит, где мы пришиваем с вами носик? Вот где мы набирали 4 воздушные петли, вот серединка нашей мордочки. И вот я посерединке вставила иголочку. Именно там, где наши были воздушные петли. Теперь вторые, вот следующие, поднимаюсь на 2 ряда выше. 1, 2. И между вторым и третьим рядом тоже напротив глазика ставлю иголочки. Вот в этом треугольничке мы с вами будем вышивать носик. Дальше мы с вами вышьем бровки, вернее бровки, реснички и белочки. Я буду показывать под музыкальное сопровождение, поэтому буду все показывать. Вот, и надеюсь, вам будет все понятно. Давайте приступим.
Итак, вышила я мордочку полностью. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Я была переделывала, потому что не получалось у меня. То я делала с плюшевой пряжи, то с джинса. То есть смотрите, формируйте так, как вам больше нравится. Белочки я вышила из джинса. Реснички и бровки из джинса. Носик из плюшевой пряжи. Сначала я взяла толстую иголку, но толстая иголочка не прилегает так близко, потому что плюшевая пряжа не дает. Поэтому я взяла, поменяла иголочку на тоненькую, потому что не всегда. Бывает, получается толстая иголка, бывает нет. Поэтому я смотрю уже по тому, как у меня получается. Теперь пришиваем ушки. Ушки, значит, мы пришиваем их немножечко вот так вот наискосок ближе к мордочке. Значит, начало ушек у нас идет на 9 ряду. Считаем от рыжей пряжи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот на 9 ряду я ставлю ушки, начало ушек напротив бровей, напротив глаз. Вот, напротив глаз. Вот, напротив первого глазика и второго. Вот, а затем кладу их вот так вот на мордочку. И конец ушка уже, давайте посчитаем тогда. 1, 2, 3, 4, 5. Вот между 5 и 6 рядом. Между 5 и 6 рядом конец ушка. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И вот конец ушка. Ну все, давайте теперь пришьем ушки. Ушки я пришиваю с двух сторон. Все, давайте пришьем.
Так, пришили мы ушки. Вот так они выглядят. Думаю, у вас тоже все получилось. Я максимально пришивала так, как я пришиваю. Поэтому думаю, у вас тоже все получилось. Вот такая вот корги у нас уже получается, такая песик. И давайте теперь приступим к туловищу.